Люди посещали Луну. В настоящий момент люди находятся на орбите Земли в космической станции. Тратятся миллиарды долларов на то, чтобы покинуть Землю. Но есть одна страна, которая решила пойти и в противоположном направлении. Китай. Он поставил перед собой задачу исследовать глубины самой Земли. Но каковы его мотивы? Это реальное земное исследование, которое обещает заново определить наше понимание планеты. Или они преследуют следующий ценный исчерпаемый ресурс. Возможно ли вообще копать глубоко в толщу Земли? И, что важнее, что Китай найдет там в глубине? Как глубоко им удастся пробуриться? И каковы шансы вызвать вулканическое зрелище? Что бы ни случилось, геологи воодушевлены возможностью получить новое представление о нашей планете. Это New Nature, и в этом видео мы пытаемся выяснить, почему Китай хочет пробурить глубочайшую в мире скважину, почему предыдущие попытки потерпели неудачу, и что это усилие может открыть для науки, для человечества и для мира. В Сычуаньском бассейне на юго-западе лучшие китайские инженеры бурят скважину глубиной более 30 тысяч футов, примерно 9 тысячах метров. Это глубже любой океанской впадины и даже выше горы Эверест по вертикальному измерению. Они также начали другой проект в Таримском бассейне на северо-западе Китая. Этот проект будет еще глубже. Планируется достичь глубины 36 тысяч футов. Это примерно 11 тысяч метров или около 0,9% диаметра Земли. Если им это удастся, эти скважины станут одними из самых глубоких, когда-либо пробуренных людьми. Но зачем Китаю бурить так глубоко? У Китая двойная миссия. С одной стороны, цель — научное исследование. Представьте себе земную кору как хронологическую шкалу истории. Каждый слой представляет собой главу в истории формирования нашей планеты. Буря эти слои, мы фактически проникаем глубже в историю Земли, раскрывая ее тайны слой за слоем. А с другой стороны, есть и коммерческие интересы, поскольку в глубине этих слоев могут находиться потенциально прибыльные энергоресурсы. Освоив эти зарытые сокровища, Китай может обеспечить себе жизненно важный источник энергии, который подпитывал бы его рост и развитие. Президент Китая Си Цзиньпин инициировал эту инициативу по глубокому исследованию Земли в 2021 году, подчеркнув ее важность для ведущих ученых страны. Конечная цель этого эпического бурения — достать материал, сформировавшийся более 145 миллионов лет назад. Данные, полученные из этих древних слоев, могут предоставить полезную информацию для геонаучных исследований, помогая понять внутреннее строение и эволюцию Земли. Этот проект имеет потенциал не только перевернуть наше научное понимание, но и помочь оценить экологические риски. Изучая глубокие слои, ученые могут получить сведения о природных опасностях, таких как землетрясения и извержение вулканов. Когда бурение будет завершено, оно, возможно, не достигнет той же глубины, что и самая глубокая скважина, когда-либо пробуренная людьми. Этот титул по-прежнему принадлежит Кольской сверхглубокой скважине в России. Она все еще примерно на 4000 футов или на 1 километр глубже, чем то, что Китай планирует пробурить сейчас. Если быть точным, глубина Кольской сверхглубокой скважины составляет 40 200 футов. Это примерно 12 300 метров, и у россиян ушло более 2 десятилетий, чтобы достигнуть этой глубины. Амбициозный китайский проект бурения в земной коре, возможно, не станет самой глубокой скважиной в мире, но, по крайней мере, он будет монументальным техническим достижением. Учитывая сроки, в которые Китай планирует завершить бурение, чтобы понять сложность бурения на такие поразительные глубины, нам нужно вернуться назад и посмотреть на Кольскую сверхглубокую скважину.
самую глубокую скважину, пробуренную людьми. Почему так трудно бурить на такие огромные глубины? Эти изображения взяты из архивов Печенгского района, где происходило это замечательное предприятие. Проект начался в мае 1970 года, и работы продолжались до 1990-94 года. Почему такой длительный срок? Им пришлось пробурить в общей сложности 5 отдельных скважин из-за механических поломок и сбоев. Однако, несмотря на эти поломки и отказы оборудования, Кольская сверхглубокая скважина оказалась более чем полезной. По мере углубления ученые обнаруживали настоящие сюрпризы. Нет, не это. Они обнаружили воду и водород на глубинах, которых не ожидали. Также примерно на глубине 19 тысяч футов, то есть на 6 тысячах метров ниже поверхности, они наткнулись на микроскопические ископаемые планктонных организмов. Российские ученые также обнаружили просачивание воды на гораздо большие глубины, чем считалось возможным. Но это еще не все. Вместо ожидаемого базальта под континентальной корой, под слоем магматических пород они обнаружили метаморфические породы. Этот тип горных пород, измененный под воздействием температуры и давления, стал важным доказательством в пользу идей тектонических плит, которая была относительно новой теорией, когда они начинали бурение скважины. Это открытие подчеркивает, насколько важны такие бурения для нашего понимания земной коры. Однако, если отойти и рассмотреть Землю в целом, становится ясно, что Кольская скважина, несмотря на впечатляющую глубину, едва коснулась поверхности. Но если нам когда-нибудь удастся пройти еще глубже и проникнуть в мантию, скорее всего, устоявшиеся представления и идеи будут поставлены под сомнение и преобразованы. Итак, что именно происходит, когда мы проникаем еще глубже в Землю? Если бурильщики в конечном итоге достигнут мантии, не беспокойтесь. Вы не увидите, как горячая расплавленная порода вырывается из скважины, как при вулканическом извержении. Горные породы мантии действительно текут, но их движение настолько медленное, что сравнимо с ростом ногтя на пальце. Мантия Земли находится глубоко под нашими ногами, и никто еще не наблюдал ее напрямую. Наша Земля подобна слоеному пирогу, и мантия является одним из ее крупнейших слоев. Для сравнения, кора, тонкая оболочка, которую мы называем домом, составляет лишь 1% объема Земли. Ядро, в основном состоящее из тяжелых элементов, таких как железо и никель, отвечает примерно за 15%, но мантия — это тяжеловес. Она составляет около 68% массы Земли и потрясающие 85% ее объема. Она все же состоит из твердой породы, а не из жидкой магмы, как можно было бы подумать. При высоких температурах и давлениях внутри Земли породы могут действительно течь. Хотя для нас они кажутся неподвижными, на геологических временных интервалах, охватывающих миллионы лет, эти породы постепенно перемещаются. Представьте мантию как гигантскую лампу-лаву, но без лавы. Материал вблизи границы между ядром и мантией нагревается, становится менее плотным и поднимается вверх, подобно пузырькам в лампе-лаве. Эти плавучие струи направляются к нижней границе земной коры. Там они текут вдоль потолка, пока не остынут, и затем отправляются обратно к ядру. Но вот в чем загвоздка. Движения мантии чрезвычайно медленные. На самом деле на полный круговой путь от коры к ядру и обратно может потребоваться до 2 миллиардов лет. Остается еще множество неотвеченных вопросов о мантии. Многие из них могли бы быть решены, если бы нам удалось получить к ней прямой доступ, например, через скважину. Извлечение нетронутого куска мантии было бы в научном смысле равносильно высадке на Луну. Это как чит-код для расшифровки происхождения Земли. Такой уникальный образец раскрыл бы исходные материалы, из которых сформировалась наша планета.
Более того, изучение состава мантии могло бы открыть тайны формирования Земли и ее эволюции до той сложной планеты, которую мы знаем сегодня. Но как ученые знают, что мантия существует и из чего она состоит, не имея физического образца? Дело обстоит так. Землетрясения генерируют сейсмические волны, и, изучая их пути и скорости, мы можем вывести плотность, вязкость и другие свойства мантии. Ученые также измеряли скорость, с которой земная кора возвращается в исходное положение после таяния гигантского ледяного покрова, что дает представление о физике и процессах под поверхностью. Довольно впечатляет. А измеряя магнитное и гравитационное поле Земли, ученые могут сузить возможный набор минералов и веществ, находящихся в глубине недр. Также ученые сумели получить фактические образцы мантии, несмотря на то, что никогда не бурили так глубоко. Как это возможно? Дело в следующем. Образцы мантии, которые у нас есть, проделали удивительные путешествия. Некоторые были выброшены во время вулканических извержений, другие поднялись в результате столкновений тектонических плит, а несколько оказались на поверхности вдоль срединно-океанских хребтов. Но вот загвоздка. Наши имеющиеся образцы мантии были изменены в ходе взаимодействия с воздухом и морской водой и уже не являются такими же, какими они были глубоко внутри Земли. Именно поэтому ученые охотятся за куском мантии, который не подвергался никаким внешним воздействиям. Его бурение и извлечение могли бы раскрыть некоторые из глубочайших тайн Земли. Подумайте об этом. Нетронутый образец мантии мог бы раскрыть секреты о плотности и о том, как она проводит тепло и сейсмические волны. Прямое сравнение этого с нашими нынешними предположениями могло бы подтвердить либо опровергнуть то, что мы думаем о мантии Земли. Это захватывающая возможность. При таком большом количестве неотвеченных вопросов и стольких скрытых сокровищ под нашими ногами, почему мы до сих пор не проникли глубже в нашу собственную планету? Причина довольно проста. Были предприняты попытки, но они, мягко говоря, не были очень успешными. Во времена Холодной войны велась оживленная конкуренция за то, кто пробурит глубже. Подобно космической гонке, тогдашний поиск глубоких рубежей был демонстрацией инженерного мастерства и передовых технологий. Соединенные Штаты Америки первыми приступили к глубокому бурению. В конце 1950-х годов группа, известная как American Miscellaneous Society, состоявшая из некоторых из самых ярких научных умов США, разработала первый серьезный план бурения до мантии Земли. Их миссия, названная проектом Махоли, была посвящена разрыву Мохоровича, который отмечает границу между земной корой и мантией. Но здесь становится интересно. Вместо того, чтобы бурить чрезвычайно глубокую скважину на суше, американская экспедиция выбрала короткий путь. Они решили пройти через дно Тихого океана у острова Гваделупе в Тихом океане. Преимущество в том, что кора Земли в этом месте тоньше, что упрощает бурение. Однако для этого сначала необходимо было добраться до дна океана, а затем уже начинать бурение в коре. Советский Союз присоединился к приключению на Кольском полуострове в России в 1970 году, а в 1990 году немецкая континентальная программа глубокого бурения начала работы в Баварии, достигнув глубин 29 800 футов, примерно 9100 метров. Обе эти амбициозные миссии столкнулись с общим вызовом. Им пришлось изобретать новые технологии с нуля, уже в процессе реализации проекта. Это немного похоже на строительство лунохода для миссии на Луну, когда ракета уже заправлена на стартовой площадке, то есть все необходимо проектировать и создавать с нуля. В начале 1960-х годов, когда проект Махоли стремился бурить в морском дне,
Ключевые буровые технологии, такие как динамическое позиционирование, которое удерживает буровое судно в заданной точке над скважиной, просто не существовали в то время. Поэтому инженерам пришлось проявлять смекалку и найти решение, например, установить пропеллеры на буровое судно, чтобы удерживать его устойчивым над скважиной. Одной из ключевых задач, с которой столкнулись немецкие инженеры, было обеспечение максимально вертикального направления их скважин. Они нашли решение, которое теперь используется повсеместно в нефтегазовой отрасли. Это еще один прекрасный пример косвенных выгод амбициозных научных проектов. Несмотря на невероятные усилия, эти буровые миссии столкнулись со множеством трудностей. У них были неудачные старты, закупорки, и они сражались с чрезвычайно высокими температурами в глубинах. Затраты могли разрастаться до непомерных размеров, а политическая обстановка часто усложняла дела. Эти препятствия затруднили для ученых возможность пробиться еще глубже и установить новые рекорды. Например, за 2 года до того, как Нил Армстронг ступил на Луну, Конгресс Соединенных Штатов Америки был вынужден отменить проект Махоли из-за увеличивающихся затрат. А затем есть история Кольской сверхглубокой скважины. Почему текущий рекордсмен не продвинулся ниже? Бурение было остановлено в 1992 году, когда температуры неожиданно достигли 180 градусов Цельсия или 356 градусов по Фаренгейту. Эта интенсивная жара была больше, чем просто незначительная помеха. Она довела их буровое оборудование до предела. Машины начали давать сбои, и буровые долота быстро изнашивались в таких экстремальных условиях. Продолжение бурения требовало новых дорогостоящих технологий при убывающей научной отдаче, а финансирование которого просто стало недостаточно после распада Советского Союза, не нашлось. 3 года спустя весь комплекс был закрыт. Сегодня это место стало целью для авантюрных туристов. Но судьба немецкой скважины оказалась иной. Ее оборудование по-прежнему стоит, и объект превратился в туристическую достопримечательность. Огромная буровая установка была переоборудована в кран, который опускает приборы для измерений. Соединенные Штаты Америки также не полностью отказались от своих буровых усилий после проекта Махоли. В конечном итоге они запустили проект глубоководного бурения, который работал с 1968 по 1983 год. Эта международная программа была большим успехом. Она значительно продвинула наши геологические знания, предоставив критические доказательства дрейфа континентов и расширения океанического дна. Эти результаты сыграли ключевую роль в утверждении теории тектоники плит и подготовили почву для будущих океанических буровых проектов. И теперь, спустя многие годы, Китай принял эстафету, сигнализируя о своей готовности к успеху. Начав работы по 2 сверхглубоким скважинам, он делает заявление западному миру. Китай выделяется значительными финансовыми ресурсами и относительно короткими сроками реализации проекта, примерно 15 месяцев. Они хорошо подготовлены к успеху и могут даже побить новые рекорды. Если им удастся достичь поставленных целей с этими 2 скважинами, предпримут ли они следующий шаг и попытаются ли достичь мантии Земли? Пока мы будем наблюдать и смотреть, как продвигаются работы по этим 2 скважинам. Хотя часть этого может быть политически мотивирована, эти буровые начинания в основном направлены на расширение нашего понимания планеты на более глубоких уровнях. Каждый новый слой, который мы раскрываем, добавляет к нашему коллективному знанию. Оглядываясь назад через историю бурения, становится ясно, что глубокое бурение — это не просто копание ям. Речь идет об удовлетворении глубокого стремления познать неизведанное, увидеть то, чего никогда не видели, и отправиться туда, куда никто не ходил раньше. В этом неустанном стремлении мы часто наталкиваемся на неожиданные решения наших самых критических задач. Одно из таких потенциальных прорывов
обнаружение мощного неисчерпанного источника чистой энергии. Не из небес, а из недр планеты. Сверхкритическая геотермальная энергия. Закопанная на глубинах до 20 километров под поверхностью Земли, находится эта гигантская природная батарея. Этот источник энергии столь же мощен, как ископаемое топливо, и столь же чист, как солнечная, ветровая или гидроэнергетика, при этом требуя меньшей площади Земли. Он предлагает преимущества, такие как сохранение лесов и защита дикой природы. Если мы сможем получить доступ к сверхкритической геотермальной энергии в глобальном масштабе, это может вывести миллиарды людей из энергетической бедности, существенно сократить выбросы парниковых газов и создать миллионы рабочих мест. Все, что нам сейчас нужно сделать, это преодолеть эту инженерную задачу бурения на такие большие глубины. Если вам это показалось увлекательным, пожалуйста, рассмотрите возможность подписаться.